Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чонгуком и Тэхёном. Десятое место. Каждый раз, когда они забывают о камере и просто начинают трогать друг друга. Честно говоря, я вроде привыкла к этому, но все равно каждый раз меня это безумно умиляет. Девятое место. Когда ты очень смелый, но у тебя есть твой бойфренд, который победит всех. 야, 이건 거의 새야, 새. 일로 와. А вы знаете, что в ресторане дяди Чонгука висит фото Тэхёна? Восьмое место. Поведение пары. Как тело Чонгука перестало двигаться, и он сразу же начал улыбаться, когда Тэхён начал говорить. Это так очевидно, что для чувства удовлетворения Чонгуку нужен Тэхён. Седьмое место. Этот взгляд. Чонгук смотрит так только на Тэхёна. Это вроде просто обычная фотография Чонгука и Тэхёна. Но есть одна деликатная деталь, которая нравится мне особенно сильно. У Чонгука хороший вкус. Шестое место. Это так мило. Чонгук ждал, чтобы отнести свою детку. Сначала Чонгук планировал сдержаться, но что-то пошло не так. Чонгуку просто очень сильно нравится смотреть и трогать Тэхёна везде. Первым сначала накормит Чонгука кусочком торта на свой день рождения, тщательно выберет кекс и отдаст ему его первым, напишет имя Чонгука перед своим, предоставит возможность Чонгуку говорить первым. Чонгук всегда будет для Тэхёна на первом месте. Пятое место. Тэхён такой заботливый. Когда Тэхён увидел, что Чонгук очень устал и закончил выступление пораньше, чтобы участники могли отдохнуть. В конце в улыбке Чонгука было столько благодарности. Душевные близнецы понимают друг друга без слов. Тэхён сказал: как только я решу, где сделать тату, я пойду вместе с Чонгуком. Не забываем, что Тэхён ходил с Чонгуком, чтобы сделать тату на одной из своих красивых ног. И Чонгук поддерживал его и облегчал его боль, дуя на свежее тату и целуя кожу вокруг набитой цифры 7. Немного отвлечемся.
Чингук в сети. Он отписался от испанского фан-аккаунта и подписался на 2 аккаунта в ТикТок. Джейсон Деруло – американский певец, автор песен, актер, музыкант и танцор. Айлит – южнокорейская женская группа, создана дочерним лейблом Hype. Судя по подпискам и лайкам Чингука, он, как всегда, впрочем, очень увлечен танцами. Надеюсь, у него сейчас есть место и время для того, чтобы заниматься этим. И если слухи о травме ноги были правдой, надеюсь, уже все в порядке. Тот факт, что он стал таким активным и жизнерадостным после отпуска с Тэхёном, говорит о многом. Со всеми этими обновлениями Чингук буквально кричит: «Я так счастлив, проведя время с Тэхёном, и теперь я жду нового, чтобы снова встретиться со своим парнем». Мы всегда восхищаемся ногами Тэхёна, но и у его парня ноги ого-го. Будапештский ресторан корейской кухни написал о Чингуке в Инстаграм. Еще раз благодарим вас за посещение нашего ресторана. Мы очень рады, что вам понравилась наша еда. С нетерпением ждем встречи с вами в будущем и рады, что можем поддержать вашу работу. Автор текстов и телеведущая Ким Ина поделилась в сторис-видео с распаковкой подарка. Эксклюзивный диффузор от Тэхёна. Спасибо! Вау! Подробности службы в Южной Корее со слов русской жены корейца. Очень интересная и важная информация. Приветствую! Хотела бы немного рассказать об армии Южной Кореи. Мой молодой человек служит в призывной армии Южной Кореи, кореец по национальности. Ему осталось отслужить чуть больше года. Призывной возраст от 18 до 35 лет. В отличие от России, никто не будет бегать за призывником и пытаться вручить повестку. У корейца есть право выбрать, когда он хотел бы служить. Уклоняльщики рискуют сесть в тюрьму, им сложно будет найти работу в будущем. Общественность особо чувствительна к вопросам обязательной военной службы. Те, кто обвинены в уклонении от военной службы и халатном отношении к долгу, часто сталкиваются с назначением сурового наказания и отрицательной общественной реакцией. Когда кореец пожелает отдать долг родине, он подает заявление в местный военкомат. Через некоторое время ему приходит письмо с указанием, где он будет проходить первоначальную службу. Место службы выбирается случайным образом. Парень из столицы может уехать на базу где-нибудь на островах. Питание вполне приличное. Готовится в основном традиционная корейская кухня с многочисленными закусками. Есть выбор между рыбой и мясом. Свободное время. В свободное время солдат может пойти поспать, посмотреть ТВ, поиграть в компьютерные игры, почитать книги, позвонить родным, посидеть в интернете, поиграть в баскетбол и другое. Солдат обеспечен одеждой и питанием, но такие вещи, как шампунь, дезодорант и бритвы, он должен покупать сам. Для этого на базах существуют магазины, торгующие предметами первой необходимости. Товары в таких магазинах не облагаются налогами, поэтому они намного дешевле по сравнению с товарами в супермаркетах. Алкоголь купить нельзя, но можно купить сигареты. Об отпуске. Всего у солдата есть 28 дней отпуска за все время службы. За раз нельзя взять отгул более чем на 5 дней. Можно заслужить больше отпускных дней, если читать книги и писать рецензии, выигрывать в соревнованиях как награды за хорошую службу. Отгул разделяется на короткий 1-2 дня с возможностью выхода в ближайший город и долгий до 5 дней, когда можно съездить домой. Часто провинившихся солдат наказывают лишением отпускных дней. Физические наказания запрещены, поэтому солдат наказывают порицанием перед толпой. Но еще могут заставить побегать по стадиону десяток кругов.
4 место. Мне кажется, что Тэхён чувствует себя не очень хорошо, а Чунгук наблюдает за ним. Взгляд внимательный, но не игривый. Видимо, беспокоился за Тэхёна. Это забота о любимом человеке. Кто еще позаботится о тебе, как не самый близкий человек? Третье место. Чунгук обнимает Тэхёна, когда тот не может сдержать своих слез. Статья на тему «Как поддержать своего мужчину, когда ему грустно. Опыт реальных пар». Объятия – прекрасное бесплатное лекарство, без каких-либо побочных эффектов. Стабилизирует кровяное давление, снижая риск инсультов и инфарктов, укрепляет иммунитет, улучшает сон. В психологическом плане объятия дают чувство защищенности, снимают чувство тревожности, повышают стрессоустойчивость. Физиологический субстрат объятий основан на работе гормонов окситоцинов и эндорфинов. Объятия поднимают в нашем организме уровень гормона окситоцина, который отвечает за чувство любви. Окситоцин вырабатывается гипофизом для усиления эмоциональной близости между людьми, родителями и детьми, любящими и семейными парами. У женщины, например, уровень окситоцина резко повышается во время родов и кормления грудью, чтобы сделать более тесную связь матери с ребенком. Объятия очень важны для гармоничных, теплых и доверительных отношений в любящей паре, в супружеской паре. Объятия страсти, нежности, поддержки – все это невероятно приятно и способствует укреплению отношений. Что объясняется, как уже говорилось выше, работой гормонов, эндорфинов и окситоцина. Ученые наблюдали за большой группой пожилых канадцев и выяснили, что пары, которые даже на склоне лет не отказывают друг другу в объятиях и поцелуях, стареют медленнее и живут дольше. И все же обниматься полезно только с теми, кого мы знаем хорошо, с кем установлены добрые доверительные отношения. Объятие с незнакомцем, или если объятие не столь уж желанно с той или иной стороны, может иметь противоположный эффект. И это связано, опять-таки, с работой нашей гормональной системы. Гормон окситоцин, отвечающий за чувство близости между людьми, при объятиях с незнакомцем вырабатываться не спешит. И это, напротив, может привести к стрессу. В момент такого объятия нарушается привычная дистанция между людьми, и это бессознательно воспринимается нами как угроза. В таких случаях начинает вырабатываться гормон стресса – кортизол. А далее, как считают последователи теории стресса Ганса Силье, наш организм вырабатывает одну из двух реакций – бей или беги. Таким образом, обнимайтесь с близкими, родными и любимыми людьми, с друзьями и с домашними питомцами для обоюдной радости, удовольствия и пользы. И будьте счастливы! Тэхён сказал: «Я не видел никого, кому бы шли длинные волосы больше, чем Чунгуку». Тэхён был так прав. Второе место. Их влюбленные взгляды друг на друга, нежные прикосновения и постоянное желание быть рядом. Что это, если не любовь? Это так мило. Помните, когда Тэхёна не было на Мальте, Чунгук все время висел в телефоне, а когда Тэхён приехал, Чунгук тут же забыл про телефон. И Тэхён на трансе в Америке не выпускал телефон из рук, пока не пришел Чунгук. Тэхён тогда буквально забыл и про телефон, и как дышать тоже забыл.
И мы знаем, что Тэхён любит кудри своего Чонгука. Запускать руки в эти локоны. Запускать руки в эти локоны, перебирать, легко массажируя кожу, и видеть мурашки на шее Чонгука. Такая милая драма. Когда ты немножко обижен на своего парня и пытаешься это беспалевно показать. Какие они забавные с этими ревновашками. А Намджун, наверное, с собой успокоительное носит. Если вы не знали, как выглядят глаза-сердечки, то это видео для вас. Это так мило. Первое место. Чонгук такой явный. Обратите внимание на этот момент. Когда Хасок тебе друг, но сидеть рядом со своим парнем важнее. Хасок так спокойно пересел. Такое уже было не впервые. Чонгук всех двигает, чтобы сесть с Тэхёном. Тэхён идет куда-то садиться. Чонгук всех расталкивает и прямиком к Тэхёну. На самом деле поведение Чонгука легко объяснить. Чувство любви и привязанности между тобой и парнем заставляет тянуться к нему, и ты всегда хочешь быть рядом. Понимание, что ты хочешь проводить больше времени с парнем, является важным сигналом для развития ваших отношений. Один из явных признаков негласного притяжения является полная потеря интереса к окружающим. Другими словами, вы перестаете обращать внимание на людей, с которыми вы обычно проводите время. Когда мы влюблены, то направляем свое внимание на объект своей любви, полностью погружаясь в разговор друг с другом. Кажется, что ничто уже не имеет значения, кроме вас, а время просто исчезает, когда вы рядом. Безумное притяжение заставляет просто не замечать происходящего вокруг. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!